Теперь мы сформулируем и докажем теорему, у которой нет аналога для пределов последовательности. Очень важная теорема. У нее много условий. Есть условия не совсем очевидные. Мы о них специально сейчас поговорим. Теорема о пределе суперпозиции функций. Теорема о пределе суперпозиции функций. Так, у нас есть две функции, но функции, которые действуют немножко не так, как раньше. Функция f действует из e в g, а функция g действует из g большого в f. Почему так? Чтобы можно было всегда определить комбинацию g от f от x. Напомню, что это есть суперпозиция g и f. Я беру произвольный элемент из e, он переводится в g, а для любого элемента g функция g определена. Поэтому я могу к результату выполнения функции f применить функцию g. И получил уже какое-то вещественное число. Это уже будет результат выполнения суперпозиции. Это я просто напомнил определение. Так, это нам дано. Теперь здесь будет три условия. Прямо мы их и перечислим. Первое условие такое. А малая предельная точка e. И существует предел f от x, когда x стремится к a, равный, и вот тут я тоже напишу b малое. Не a большое, как мы привыкли, а b малое. И еще, мы это, конечно, будем использовать, но я отдельно это отмечу. Давайте всегда переменную x использовать для множества e. А для множества g, для большей наглядности, давайте использовать букву y. Иными словами, если мы рассматриваем отдельно функцию g, то мы будем писать, что это функция g от y. Вот сейчас мы как раз этим и воспользуемся. Видите, первое условие, оно касалось только поведения функции f в некоторой точке a. Второе условие уже будет касаться поведения функции g. Вот эта точка b, которую мы получили как предел f, должна быть предельной точкой g. Предельная точка g. И существует предел g от y, когда y стремится к b, вот это равный просто a. Второе условие. Ну, казалось бы, все пределы мы записали, да? Что еще? Оказывается, надо еще одну вещь написать. Третье условие. Что? Почему он стремится к b и что написано? Y стремится к b. Да бог с вами. Какое же есть, и тут никакого e маленького нет и близко. Конечно, стремится к b. Предельная точка. Третье условие такое. Для любого x из e без a f
от x не равно b. То есть ни одна точка из множества e, кроме, быть может, точки А, если вообще она входит в e, не может переводиться в точку b. Куда угодно переводится, но не в b. Предел равняется b, когда x стремится к a. Это так. Но ни в какой другой точке функция f не может принимать значение b. Вот это условие кажется несколько странным. Да? Мы сейчас увидим, как оно используется при доказательстве, и еще потом пример приведем, что это очень важное условие. Ну вот, это все. Это все. Тогда, если все это выполнено, существует предел суперпозиции GF от x, когда x стремится к a, и он равен а большому. Иными словами, он равен пределу внешней функции g от y, когда y стремится к b. Это, собственно, писать не обязательно, мы это уже написали, но вот это пояснение, оно объясняет такое несколько неформальный вариант формулировки этой теоремы. Этот вариант такой, что предел суперпозиции равен пределу внешней функции. У нас, видите, суперпозиция f внутренняя функция, g внешняя. Так вот, предел суперпозиции на самом деле равен пределу внешней функции. Это такая, в общем-то, вольная формулировка, потому что тут много чего убрано, да? Самое главное, что здесь не упоминается, но что очень важно, что в суперпозиции мы все-таки рассматриваем аргумент x, который стремится к а при вычислении предела внешней функции мы уже рассматриваем аргумент y, самой этой функции. Он уже стремится к b. А что такое b? Это как раз то, к чему стремится внутренняя функция, когда x стремится к a. Так? Вот это как-то не упоминается в этой короткой формулировке. Но все-таки самое главное, что предел суперпозиции равен пределу внешней функции, это там в этой формулировке говорится, может быть, это неплохо. И в этой краткой формулировке ничего не говорится об этом дополнительном условии. Так. Значит, вот такая неформальная формулировка. Предел суперпозиции равен пределу внешней функции. Но видите, все-таки y тут нужно набрать, который стремится к b. Доказательство. Доказательство очень простое. Тут сложнее все перечислить условия. Что мы хотим доказать? Начнем с перечисления того, что мы хотим доказать. Опять-таки воспользуемся критерием. Мы хотим доказать, что существует вот такой предел, что он равняется а. В силу критерия мы должны, опять-таки, взять произвольную последовательность xn, такую, что xn принадлежит e без а и сходится к а. Я уже это написал. И доказать, что g суперпозиция f от xn стремится к а, когда n стремится к бесконечности. Правильно? Ну, если я вот в этой формулировке критерия вместо f напишу g суперпозиция f, то я и тут должен будет написать g суперпозиция f. Это ровно то, что я хочу доказать. Вот что я хочу доказать. Вот что я хочу доказать. А что я знаю? А я знаю, что существует предел f от x равный b, когда x стремится к a. Значит,
силу необходимой части критерия, если я возьму любую последовательность xn, а я как раз возьму любую последовательность, вот эту самую, которую я выбрал произвольным образом, что я могу написать? Какой предел существует? f от xn. Значит, хоть что-то вы понимаете, да? До сих пор. Стремится к b. Хорошо. Это замечательно. Вот что я знаю, да? Это так. Это так. Вот это я не знаю, это я хочу доказать, а это я знаю. Почему все необходимость? Ну, смотрите, куда стрелка необходимость показывает? Да. Я знаю, что предел функции f существует. Значит, по стрелке иду и говорю, что f от xn стремится к. Обозначу для большей наглядности это через y. Имею право. Давайте посмотрим, что мы знаем о последовательности yn. Ну вот сейчас мне придется еще и эту часть использовать. Значит, yn. Во-первых, yn стремится к b. Это золотые слова. Во-вторых, какому множеству элементы принадлежат? G, исключая F от А. Исключая B, да. так, исключая b. Почему? Так как xn не равняется a, да, вот смотрите, xn никогда не равняется a. И следовательно, по условию третьему, да, f от xn не равняется b. Ну, а f от xn это то, что мы обозначили через y. Вот где сработало третье условие нашей теоремы. Мне надо обязательно в этом критерии потребовать, чтобы последовательность, которая мне нужна, не понимала значения в той точке, к которой она стремится. Да? И вот это действительно так, в силу вот этого третьего условия. Поскольку f от x не равняется b, если x не равняется а мы знаем, что xn не равняются а, да? Значит, f от xn не равняется b, значит, yn не равняется b. Но, разумеется, yn входит в g, так что вот, если коротко, я могу записать, что yn принадлежит g без b. Извините. Да. Я не всем понимаю. Вот это утверждение, что f от xn не равно b, чем оно улучшает жизнь? Ну, мы пока не видим, чем. Я пока еще до этого не дошел. Сейчас увидим, чем улучшает. Пока я просто это условие констатировал. Да? Я это условие констатировал, мы это записали, и я это увидел. Значит, мы, видите, получили некоторую последовательность yn, о которой мы знаем только две вещи. Во-первых, что ее элементы вот такие, и во-вторых, что она стремится к y. А что мы еще знаем? Видите, тут мы использовали первое условие нашей теоремы, тут мы использовали третье условие нашей теоремы. Осталось еще второе условие. Да? Пишем. В силу второго условия существует предел g от y, когда y стремится к b равный a. Так? Так. В силу необходимой части критерия, что это означает?
что для любой последовательности yn, такой, что она принадлежит g без b, и такая, что yn стремится к b, когда n стремится к бесконечности, выполняется. Где же мне это написать? Ну вот тут напишу, самое главное. G от yn стремится к a. Это справедливо для любой последовательности yn, если она удовлетворяет вот этим двум условиям. Посмотрите, та последовательность, которую мы построили только что, ровно этим условиям удовлетворяет. И вот где это сработало, видите? Для того, чтобы я имел право применить критерий, мне надо потребовать, чтобы yn, сходящаяся к b, была такой, чтобы значения ее не совпадали с b. Не совпадали с b. Так? Значит, для любой последовательности yn, в частности, для той, которую я вот тут взял. Ну тут немножко плохо, что я одинаковые буквы использую. Я мог сказать просто, что вот для этой конкретной нашей последовательности, которую я только что построил, вот она всем условиям удовлетворяет, вот, которые мне позволяют утверждать, что g от yn стремится к a. Значит, используя второе условие нашей теоремы, учитывая свойства построенной последовательности yn и необходимую часть критерия, видите, что я знаю, что у функции g есть предел, равный a, когда y стремится к b. Я знаю, что yn у меня такова, что она стремится к b, и yn принадлежит g без b, то есть в точности как здесь. Тогда я могу утверждать, что вот такая последовательность g от yn обязательно стремится к a. Убедил я вас? Остался вопрос, зачем мы здесь вот об этом говорим? Уже, я думаю, не остался, да? Потому что это важная часть в определении вот, последовательности аргумента. Ну хорошо, что понятно. Значит, что? Мы доказали, что g от yn стремится к a, когда n стремится к бесконечности. А теперь вспомним, что такое yn. Yn это f от x. Значит, если мы в этой формуле просто заменим yn на то, как мы yn определяли, ну, мне уже негде писать, хотя сейчас найду все-таки, где писать. Найду, где писать. Собственно говоря, немножко доски не хватило. Ладно, это мне уже не будет сегодня нужно. Значит, вот отсюда g yn стремится к a. Вспоминая, что yn равняется f от xn, я получаю g от f от xn стремится к a, когда n стремится к бесконечности. Да, мы теперь замечаем, что это то же самое, что написано здесь, если вспомнить, что такое суперпозиция. Да? То же самое, что написано здесь. Я почему там стер, потому что у меня все условия тут есть. Значит, я могу теперь этот вопросик стереть. Я доказал, что для любой выбранной последовательности xn, обладающей такими свойствами, суперпозиция gf от xn стремится к a. Значит, последняя фраза, в силу достаточной части критерия существования предела функции в терминах предела последовательности, в силу достаточной части, раз это выполняется, этого достаточно, чтобы утверждать, что существует предел суперпозиции. И он равняется а. И он равняется а.
Но это немножко похитрее была теорема, да, для доказательства. Значит, мы вначале записали, что мы хотим доказать, чтобы видеть это. Затем, используя первое условие, мы проанализировали поведение f от xn, увидели, что эта последовательность стремится к b. Это было очень похоже на то, что мы делали в предыдущих теоремах. После этого мы ввели обозначение yn, записали, что же с этой последовательностью происходит. Она стремится к b, и вот она удовлетворяет еще такому условию. Это вытекает из третьего условия теоремы, что yn принадлежит g без b. После этого мы вспомнили, что для g нам известно, что у него есть предел. Применили необходимую часть критерия. И вот для этой конкретной последовательности необходимая часть выполняется для любой последовательности, которая обладает вот этими двумя свойствами. В частности, для той, которую мы только что получили. Мы сделали вывод, что вот если то, то обязательно выполняется вот это определенное соотношение для последовательности g от yn. Ну а теперь осталось вспомнить, что такое yn. Вот что такое. Значит, мы только что доказали, что g от f от xn стремится к a. Значит, раз мы это доказали, то действительно, уже используя достаточную часть критерия, мы делаем вывод, что существует предел суперпозиции. Эта теорема очень полезна, поскольку позволяет сводить нахождение многих пределов функций к уже известным. И на самом деле мы очень часто ее применяем, даже не отдавая себе в этом отчет на практике. Ну вот, когда у нас уже появятся некоторые хорошие известные пределы, мы пока еще интересные пределы функции не получаем. Так, у нас был всего один пример вообще. Вот. Ну, это в свое время появится. Так? Замечательные, да. Пока у нас только не замечательные пределы. Мы об этой теореме вспомним. Но сейчас я хочу привести все-таки один пример, который как раз демонстрирует важность вот этого условия, третьего. Ну, собственно, то, что оно нужно, мы уже увидели. Да? Без этого условия мы бы не смогли воспользоваться необходимой частью критерия. У нас бы не выполнялось все, что нужно для того, чтобы этой частью воспользоваться. Ну вот еще такой явный пример, интересный. Так, ну, доказательства я могу стереть все. Пример, показывающий важность третьего условия теоремы о суперпозиции. Ну, длинно, конечно, но пока я стираю, можете это написать. Пример, показывающий важность третьего условия теоремы о пределе суперпозиции. Оставшиеся 5 минут, как раз это и будете писать. Так. Рассмотрим такую функцию. h от x. Ну почему h? Это будет суперпозиция, а я хочу ее сразу задать одной. Так, он хитрый будет. Модуль сигнума от x на синус единичка на x. Вот. Все функции, которые мы на предыдущей лекции рассматривали при изучении примеров, да, пределов функций. Вот такая штука. Это действительно суперпозиция, правда? Я могу в качестве f от x взять x на синус единичка на x, внутренняя функция суперпозиции. А в качестве g от y я могу что взять? Модуль сигнума от y. Правильно? Модуль сигнума от y. И вот если я вместо y подставлю f от x, то я получу суперпозицию ровно то, что
я там написал. То есть я получил, что h это есть g суперпозиция f. Вот что у меня выполняется. Но меня интересует поведение этой функции в нуле. Она, конечно, в нуле не определена, но меня интересует предел. В окрестности нуля она определена. Во всех точках, кроме нуля, эта функция определена. Что происходит, когда x стремится к нулю? Что мы знаем о функциях, которые входят в суперпозицию? f от x, когда x стремится к нулю, чему равняется? Нулю. Так. Этот нолик есть наша b. Внешняя функция предел g от y, когда y стремится к b, то есть опять-таки стремится к нулю. Изучали модуль сигма. Есть пределы? Есть. Чему равняется? Единице. Согласен. То есть и второе условие выполняется. Видите? Два предела есть. И вот если мы забудем про третье условие, мы можем так по-наглому сказать, что вот в силу теоремы позиции предел h от x, когда x стремится к нулю, равняется единице. Да? И будем неправы, потому что это неправильно. Это неправильно. У этой функции нет предела. Вот давайте докажем. Значит, это неправильно, давайте я перечеркну. У функции h от x нет предела в нуле. Как это доказать? Самый простой способ, помните, из того самого критерия. Если мы сможем построить две последовательности x, n', сходящуюся к нулю, так, xn2 штриха, сходящиеся к нулю, и такие, что h от x штрих n стремится к чему-то одному, а h от x 2 штриха n стремится к чему-то другому, то это как раз и будет означать, что наша функция h не имеет предела в нуле. Мы уже это делали 2 раза. Сделаем еще раз. Рассмотрим те же самые две последовательности, которые мы уже рассматривали. xn' это единичка поделить на 2πn. Стремится она к нулю? Ну куда деваться, да? Стремится. h от xn' равняется модуль сигнума от вот этой вот радости 2πn умножить на синус 2πn. Правильно? Ну, вроде правильно. Ну, закрыть модуль. Синус 2πn чему равняется? Нулю. Значит, все это равняется нулю. Сигма нуля чему равняется? Нулю. Значит, это у нас последовательность, являющаяся постоянной. Все ее элементы равны нулю. И, естественно, предел тоже равняется нулю. Значит, вот А у нас равняется нулю. Так. Теперь x2 штриха. Ну, это я уже написал. Значит, прямо здесь давайте. x2 штриха. И пополам плюс. А мы показали, что предел уже не единица. Что? Мы не показали, что предел не единица. А мы хотим показать, что его нет. Да, может быть, это просто предел равняется нулю, хотя это уже плохо, да? Но мы сейчас покажем, что предела нет, уже доведем до конца. И пополам плюс 2πn. Стремится к нулю, конечно. H. Значит, тут получается π пополам плюс 2πn, это не важно, вот. Π пополам плюс, хотя важно, конечно. Π пополам плюс 2πn равняется всегда
единицы. Да? Ну, самое главное даже не то, что вот это равняется единице, а то, что все это вместе не равняется нулю. Правильно? Не равняется нулю. Это единица, это какая-то величина, неравная нулю. Так, значит, сигнум равняется единице. Сигнум равняется единице. Модуль сигнум. Тут даже модуль можно было не писать, но нам был нужен модуль, напоминаю, чтобы мы могли утверждать, что g от y имеет предел. Да? Вот, значит, это постоянная последовательность, ее предел равняется единице, вот b равняется единице, а не равно b. Мы доказали, что h не имеет предела в точке 0. Почему же мы не могли применить теорему? Мы не могли применить теорему, потому что в этом случае нарушается третье условие. Неверно, что если мы возьмем x, что у нас такое а? Давайте мы запишем это третье условие для нашего конкретного случая. Для нашего конкретного случая третье условие выглядит так. Для любого x неравного нулю f от x не равняется нулю. Правильно? А у нас 0? А у нас 0. Вот. X стремится к нулю. B у нас тоже 0. B у нас тоже 0. Значит, вот мы имеем право применить теорему о суперпозиции в данном случае, если вот это выполняется. Но это не выполняется. Это не выполняется, потому что я возьму x, даже не 1x возьму, а возьму вот я единичку поделить на 2 и n, да? Бесконечное количество иксов, и f от xn всегда будет равняться нулю. Мы только что это выяснили. Да? Ну а раз одно из условий теоремы нарушается, значит теорему применять нельзя. Потому-то вот мы не имели права из совершенно верного утверждения о том, что предел f равняется нулю, предел g равняется единице, это все правильно. Тут мы не обманывали, да? Не имели права делать вывод, что предел h тоже равняется единице. Нарушается третье условие.